Всем привет! Подошла моя работа по сборке буханки к своему логическому завершению. Собирал я УАЗ-3909 в 35-м масштабе фирмы «Звезда». Это новая модель и очень популярная в последнее время. Обзор на набор вы можете посмотреть на моем канале, ссылка будет в комментарии к видео. Окрашивать буду ее в нетрадиционный цвет, используя сине-красный цвет краски «Хамелеон». Буду наносить аэрографом хром фирмы Молотов. Лучше по порядку. Ничего экстраординарного в наборе нет. Литники с пластиковыми деталями, один с прозрачными и резиновые покрышки. Срезаю нужные детали с литника. Обрабатываю их. Обнаруживаю огромное количество следов толкателей на днище машины. Замазываю их шпаклевкой. И теперь долго и нудно тру. Тру. И тру. Грунтовать буду черным глянцевым грунтом фирмы Green Stuff. Конечно же, использую аэрограф. Эмблему УАЗ на морде уберу. Она замыленная, корявая какая-то совсем. Решетка радиатора из набора мне совсем не понравилась. Буду менять на травленую. Здесь тоже приклеил фототравленную пластину, но потом 100 раз пожалел. Красить планирую краской Хамелеон фирмы Green Stuff сине-красного цвета. Мне не интересен военный или вообще стандартный вариант окраски, поэтому буду пробовать что-то новое. Черная подложка обязательно, иначе эффекта видно не будет. Очень прикольная получилась. И очень прикольный цвет. Это все, конечно, хорошо, но хочется большего. Полировка. Полировочной пастой фирмы Tamiya. Начинаю с грубой и снова тру. Продолжаю тонкой и тру. И заканчиваю финишной. И снова тру. Теперь глянцевый лак
И угадайте что? Я тру. Вы посмотрели минуту, я это делал неделю. Колес у меня 3 вида на выбор. Эти покрышки резиновые, из набора, уже загрунтованные. Эти полимерные, напечатаны на 3D принтере, тоже загрунтованные. Но я остановился вот на этих. Смоляные, фирма Miniarm. Все тот же черный грунт. Теперь краска. Крашу Tamiya, 85 номер. Диски покрасил хромом. Наносил через аэрограф при помощи линейки. Чтобы убрать подтеки хрома, нанес блютак на диски и наклеил маску. Маска по размеру подходит от бандажей для штурера. Ну, может быть, кому-то пригодится эта информация. Убираю блютак. Колеса готовы, хорошо блестят. В наборе 2 вида бампера, но мне они не нужны. А нужен вот такой кенгурятник. Его хочу покрасить также в хром, а для этого нужен черный грунт. Хром использую фирмы Молотов. Кстати, и для дисков тоже. В будущем еще нужно попрактиковаться с его нанесением, с давлением компрессора и расстоянием до детали. Но эффект более-менее мне понравился. Задние детали бампера мне вот очень понравились. С прозрачным литником мне не повезло. Стекла были мутные, с разводами. Ну, брак в общем. Ну и ждать мне не хочется, поэтому принимаю решение их тонировать. Беру прозрачную краску Smog фирмы Tamiya. И покрываю детали прямо на литнике. Чтобы прокрасить резинки, использую маски. Причем с двух сторон. Крашу в черный. И очень аккуратно их снимаю.
Ходовая часть собралась без проблем. Только детали, которые в инструкции указаны как щелк, не щелк совсем. Их на клей сажайте сразу. Единственное, что нужно, это рассверлить глушитель. Крашу выхлопную систему в серебро. Собрал интерьер машины. И теперь с ним попрощаюсь. Видно его не будет. Собрал корпус без морды и дверей. Вот и сложность. После полировки с фототравленной детали сошла краска. Подкрасить это невозможно. Вот почему я и пожалел, что ее поставил. Но не беда, на это место повешу номерной знак. Таких машин в реале полно, фотографий миллион. Пока возился с передом, 5 раз отломал логотип, повешу в конце сборки. Отражатели фар поставил пленкой фирмы CAF. Они есть в наборе окрасочных масок. Без солнечно-защитных козырьков машина не машина. Ставлю фототравленые. Грунтую. И крашу в цвет салона. Приклеиваю в полувыпущенном виде, чтоб видно было снаружи. Подкрасил поворотники и морда, за исключением логотипа, готово. С дверью водителя произошел коллапс. Случайно выдавил стекло внутрь. Расстраивался 3 дня. Потом пришлось ее отклеивать и ставить на место. Идеально мне это сделать не удалось. Ну что ж, в следующий раз будет точно лучше. Приклеиваю бензобаки. Их 2. Кисточкой подкрашиваю нижнюю часть, где заранее не продумал, что видно будет. Рессоры выделяю серебрянкой, методом сухой кисти. Быстро и красиво. Так как родных бамперов не будет, а будет стоять кенгурятник, откусываю лишний пластик. Поставил ходовую на место, установил запаску на родину. Все покрасил, все, что нужно было покрасить. С ходовой у звезды все пучком получилось. Молодцы, прекрасная работа. В задний бампер вклеил стекло и покрасил его красной прозрачной краской. Приклеиваю к корпусу. И задняя часть машины почти готова. Перед установкой кенгурятника примеряю его сначала. Но перед тем, как его приклеить, нужно сделать зеркала и дворники. Зеркала имитирую зеркальной пленкой от того же CAF.
Дворники ставлю фототравленные. Они гораздо тоньше родных пластиковых и выглядят на уровень лучше. Перед установкой грунтую черным грунтом. Ставлю последнюю деталь на машину. Это кенгурятник. Ах да, забыл. Лаком прохожусь по задним фарам. Они у меня фототравленые и уже были изначально крашенными, что очень удобно. Машина готова. Но я не я, если все. Вид без подставки меня не удовлетворяет. Делаю подставку. Есть у меня деревянное основание. Есть пластик, имитирующий асфальт. Отрезал его под размер и крашу краской резина от Тамии. Мне просто необходим White Spirit и 2 пигмента песка. Развожу все это дело. И кистью наношу на пластик. Излишки удаляю все тем же White Spirit'ом. Приклеиваю асфальт. И дело за малым. Последнее действие – это установка модели. Ушатала меня буханка, если честно, но зато я разобрался с хамелеоном и с хромом работа порадовала. Обязательно еще займусь. На этом все. Спасибо за просмотр. Спрашивайте. Обязательно отвечу на все вопросы. До скорой встречи. Зовут меня Виталий Новиков.